Всем привет, винтажники! Мы продолжаем распаковку украшений в серебряном и золотом тоне, прибывших с аукциона eBay. И давайте начнем наш обзор с первого украшения. Это брошь в виде ангелочка. Мы видим небольшие сходы покрытия, потемнение. В принципе, как и в предыдущей распаковке, видео на нее я закреплю сверху по ссылочке. Видимо, эти украшения неправильно хранились, и вот у них именно на серебристых элементах образовались такие сходы покрытия. Маркировочек здесь нет. Положу, что это украшение ближе к современному, возможно, 90-е. Дальше у нас с вами клипсы. Красивые массивные клипсы. Я такие очень люблю. Вот такие неинтересные, фактурные. И при этом, кстати, достаточно легкие. Давайте посмотрим, есть ли тут какая-то маркировка. Маркировки нет. Есть небольшие сходы покрытия на прижимной лапке. Заглушечка, вот эта проставочка, достаточно мягкая и сохранилась хорошо. Я предположу, что это 90-е. Далее, так, сережка опять-таки, клипса каплевидной формы. Опять-таки, наверное, 90-е. Я бы отнесла их именно к этому периоду. Достаточно легковесные. И маркировочек у нас тут никаких нет. Далее у нас красивая брошь, бантик. Она у нас выполнена в двух тонах, судя по цвету. Но, возможно, от окисления он либо где-то сошел, золотой тон, либо такой эффект должен присутствовать на броши. Я, честно говоря, не знаю, затрудняюсь вам ответить. Мне кажется, что это покрытие просто сошло. Опять-таки от какого-то процесса окисления металла. Барашек современный на застежке. Опять-таки где-то, наверное, конец 90-х. Далее у нас большое колье. Я бы сказала, что оно в форме гривны. Такое слегка битый, видите, он неровный, он такой слегка как битый выкованный металл. Интересного бронзового оттенка. У него есть сходы покрытия. Но, кстати, для такого изделия оно выглядит достаточно необычно и аутентично, что эти сходы покрытия сюда как бы даже к лицу. Маркировок я здесь не вижу. Долго на нем останавливаться не будет. Клипса. Опять-таки две клипсы, две штуки. Очень легкие, но при этом ажурные. Такие крупненькие. Маркировочек здесь нет. Состояние очень хорошее. Опять-таки, наверное, где-то 80-е, 90-е. Браслет в виде таких элементов, похожих по форме на бамбук. Например, фирма Gucci очень любила использовать в своих изделиях такие проставочки из бамбука и повторять эту форму в бижутерных изделиях. Ну и на сумках, и в фурнитуре, и так далее. Поэтому, скорее всего, форма такая под бамбуковые палочки. Мы видим здесь какой-то орнамент. Маркировок нет. Браслет собран на резинку. И он, ну, такой достаточно крупненький. Сложно определить его возраст. Я отнесу его к более современным украшениям. Где-то нулевые. Далее еще один браслет. Этот браслет уже постарше. Возможно, это 80-е, может, начало 90-х. Он полый внутри, на такой застежке, защелкивающейся. Застежка рабочая. У него есть фиксатор, наверное, для того, чтобы он или не распался, или не слетел. Такая цепочка. Выглядит очень стильно. Я люблю такие вещи. Он такой акцентный, при этом легкий. Интересный браслет. Мне он однозначно нравится. И маркировочек тут я не вижу. Маркировок нет.
Ну, такой интересный акцентный браслетик у нас сегодня с вами. Еще одно акцентное украшение — это брошь в виде, не знаю, то ли цветка, то ли такой многолучевой звезды, ну, скорее всего, цветка. И тут у нас есть маркировка Venue. Честно говоря, эта маркировка мне мало о чем говорит, потому что, скорее всего, это какой-то не крупный и не широко известный бренд. Но украшение сделано достаточно качественно, оно полновесное, я бы даже сказала, что тяжеленькое. Носится, по всей видимости, вот так. Предположу, что она относится где-то к 80-м, 90-м. Еще одна очень яркая брошь, акцентная такая, в стиле модерн, с красивыми кабошонами, похожими на люцит. Вставочки, кристаллы — это стекло. И вот здесь мы видим какие-то такие интересные мотивы, может быть, даже морские. Так, мы видим маркировку. Этот бренд был основан в Америке где-то в середине 50-х, начало 60-х годов, примерно так. И приобрел даже мировую известность, распространив свои украшения по всему миру, в Канаду, в Европу. Что интересно, этот бренд сотрудничал с брендом Swarovski, то есть они используют в своих украшениях кристаллы от Swarovski, так что, возможно, у нас тут именно такой представитель. Также у них были изделия из 18-каратного золота, включая бриллианты, и они относятся к коллекции Fine Jewelry, то есть высокого ювелирного искусства. Интересный бренд, о нем нет каких-то суперизвестных фактов, но вот так, такая у него маленькая история. И мне кажется, что это, наверное, первое украшение от бренда Park Lane, попавшееся мне в распаковке. Что ж, поехали дальше. У нас еще с вами много красоты. Серьги в таком неком королевском стиле с золотой основой и черной эмалью горячей. Маркировочек здесь нет. Серьги сквозные. Предположу, что это опять-таки 80-е. Очень характерный для них дизайн. Средние по весу, не супер тяжелые и не супер легкие. Ну, сохранились достаточно удовлетворительно. Есть небольшие сходы покрытия. Как я люблю говорить, достаточно базовый вариант. Ну, как лично для меня это базовый вариант. Далее брошь по форме мальтийского креста с такими завитками, достаточно крупненькая. И мы сразу с вами увидели маркировку, что это бренд Klein. Брошь относится к примерно 80-м. Далее, так, сережка, и к ней есть пара. На такую сквозную сторону выходят камушки, то есть так, когда вы носите, чтобы казалось, что у вас полностью весь контур кольца идет в камнях. Маркировочек здесь нет, но сделана она достаточно качественно. По таким украшениям всегда сложно сказать про их период, потому что это могут быть и 90-е, и нулевые, и прям совсем современные. Это украшение точно не старше, чем начало нулевых, потому что она сделана достаточно качественно, повторюсь. На сегодняшний день большинство украшений производится в Китае, и они не имеют ни такого веса, ни такой сборки. Редко, когда они бывают в таком хорошем состоянии, и чаще всего даже небольшая носка или просто хранение где-то дома окисляет металл, они быстро портятся, приходят в негодность. В общем, как-нибудь я выпущу на это отдельный видеоролик, где сравню современные украшения, которые также у меня есть, и винтаж. И расскажу вам, почему я больше не покупаю современную бижутерию, а покупаю исключительно винтаж. Далее цепь по форме плетения Snake в очень хорошей сохранности. И она достаточно длинная, то есть видите, да? Давайте посмотрим, есть ли тут какие-то маркировки.
Здесь присутствует буква S, которая мне ни о чем не говорит. Эта буква S присутствует на двух сторонах нашей цепочки. Вы вдруг знаете, к какому бренду это относится, можете написать в комментариях. Я буду вам очень благодарна за обратную связь. Так мы с вами узнаем о мире украшений быстрее, лучше и больше, помогая друг другу. Сама цепочка прекрасного качества. Я думаю, ее можно даже легко носить в 2 оборота. Опять вижу еще одну цепочку. Опять в золотом тоне. Тут уже с замочком все понятно. Стандартный замочек. Интересная цепочка. Похожа, знаете, на такую даже ювелирную. Но тут больше никаких маркировок нет. Очень красивое плетение. Такое объемное. И она достаточно короткая. Она похожа больше на чокер. Более уделять ей внимания не будем. Дальше у нас с вами серьги с эмалью, холодной, с таким перламутровым переливом. Видите, она неравномерно нанесена, потому что внутри эмали есть шиммер, и этот шиммер придает такого ей легкого объема. Очень легковесные серьги, маркировок тут я не вижу. Дальше у нас уже вариант такой в двухцветном виде, 2 переплетенных между собой ромба, как бы скрещенных и переплетенных, с эмалью, похоже на горячую эмаль. Такой яркий вариант носится вот в таком положении. Красивый, легковесный. Я такие серьги люблю. Красивые серьги, особенно под рубашку, прекрасно дополнит стиль. Далее что-то очень красивое. Ага, клипса. Их 2. И давайте сразу посмотрим, есть ли маркировки. Маркировочек нет. Клипсы тяжеленькие. Такой добротный, хороший металл. Может быть, даже 70-е, 80-е. И после восстановления, я думаю, они будут достаточно элегантными. Что ж, попробуем их восстановить. Далее кольцо. Кстати, мне редко попадаются в распаковках кольца. И мне всегда их приятно встречать. Но он такой достаточно крупное. Будто бы он сделан из цепочек, наложенных и переплетенных между собой. Но это просто брошировка. Местами есть сходы покрытия. Внутри есть пятно от окисления. Собрано на резиночку. Ну, предположу, что это где-то ближе к нулевым. Серьги в виде капель в серебряном тоне с чернением по краям. Это чернение присутствует у них и на обратной стороне. На одной сережке отсутствует, собственно, крепление сквозное для ушка. Но это тоже не проблема восстановить. Я думаю, что это тоже где-то 90-е, нулевые серьги. Очень легкие в виде листиков с холодной эмалью. Нижний слой эмали у нас идет с шиммером. На обратной стороне есть сходы покрытия, больше похожие опять-таки на окисление металла. Сквозные, легкие, опять-таки не слишком старенькие на вид. Отнесу их к нулевым. Брошь с потерянной жемчужинкой в золотом тоне. По барашку, опять-таки, это где-то 80-е, 90-е. Ну и по дизайну, в принципе, тоже характерный для этого времени дизайн. Такой классический, распространенный, в цветочных мотивах. Больше нам сказать о ней нечего, маркировок никаких нет. И отличительных особенностей, кроме потерянной жемчужинки, тоже нет. Дальше. Не знаю, что это такое. Я бы сослалась на какой-то зажим для чулков, потому что он, видите, такой без зубчиков. Но, возможно, это украшение, которое одевается
на рубашку, в которой нету пуговиц. Это украшение мне подсказала моя подписчица в комментариях в каком-то из предыдущих видео с распаковок. Я очень благодарна своей подписчице за то, что она открыла для меня целый свет таких украшений, потому что, честно говоря, я даже не предполагала, что такие штуки когда-то существовали и носились вот так вместо пуговиц на рубашках. Далее, очень красивая кошечка. Люблю такие анималистичные пины и различные броши с котиками. У нее тут есть маркировка, которая мне попадалась уже раньше. Он именуется как дама. У них есть даже номера патентов. Искала информацию про этот бренд. Возможно, это был американский бренд, который существовал там где-то в 60-е, 80-е годы и не был достаточно крупным, поэтому быстро закончил свое существование. Вот, но, собственно, какой-то прям детальной информации по этому бренду нет. Осталось не так много украшений, я думаю, мы их достаточно быстро просмотрим. Такой тяжеленький браслет с какими-то словами по типу надежда, любовь, там, кураж и так далее. Маркировочек здесь я не вижу, но он достаточно тяжеленький и собран на резинку, на большой размер ручки, где-то 18, наверное. Подойдет отлично, состояние хорошее. Брошь, кулон в серебряном тоне. И это бренд Chicos. Где-то 80-е, 90-е, скорее всего 90-е. Интересно. Двигаемся дальше. Дресс-клип. Без маркировочек. Нет, есть маркировка. Это какой-то новый для меня бренд. Я, честно говоря, его вижу первый раз. Но, судя по названию, он сделан в США. Интересный классический дресс-клип со звездой и круглой формой. Что-то прям интересного такого я в нем не вижу. Сохранность хорошая. Сложно сказать, по какому времени он принадлежит. Возможно, также 80-е, 90-е. Далее мы видим с вами брошь с таким интересным сюжетом. Бабочка, которую пытаются поймать с очком. Это у нас бренд JJ. Это их прям фишка этого бренда, делать какие-то юмористичные сюжеты, вообще необычные сюжеты. Как я уже вам ранее говорила, они делают многие украшения из сплава олова. Ну, достаточно любят их собирать и коллекционировать. Такой интересный вариант. Пин в виде улыбающейся звездочки. Без маркировок. Кулон. Брошюровка похожа на бренд Anne Klein, но я не уверена, что это этот бренд. В серебряном матовом тоне, достаточно крупненький и увесистый. Наверное, где-то 90-е. Далее заколка для волос, судя по всему. В золотом тоне с брошюровочкой. Брошюровка шашкой. Маркировок нет. Ну, предположу, что также где-то 80-е, может 90-е. Браслет. Браслет с камнями Moon Glow или что-то похожее на кошачий глаз в таком переливе. В серебряном тоне. Покрытие местами уже сошло, но вот эти вставочки из пластика. Или, может быть, даже это люцит, у нас сохранились. Так, маркировок на нем никаких нет. Предположу, опять-таки, что это 80-е. Смотрится элегантно. Особенно, видите, у меня белая рубашка с синей полоской. И оно как будто бы сюда прям даже вписывается. Но размер достаточно большой на мою руку. Красивый браслет. Серьги. Тоже с потерей покрытия. Сердечки такие полые внутри. Очень легковесные. Без маркировок. Дальше.
Опять-таки серьги, капли достаточно тяжеленькие. Маркировок нет. Сложно сказать, к какому периоду они относятся. Я отнесу их к современным. Кулон в виде кофейного зерна. Опять-таки тоже без маркировок. Непонятно. Это, конечно же, что-то более современное. И опять тут есть на заглушках маркировка бренда Dama. Далее опять серьги, опять современные. На них останавливаться не будем. Так, у нас с вами осталось не так уж много украшений. Эта цепь, кстати, очень качественно сделанная. Красивая, такой добротный металл здесь, хорошего качества. И эта цепочка на очки. Так, цепляется на ушки очков и является декоративным элементом. Маркировок здесь нет, поэтому про ее происхождение и период сказать сложно. Мне кажется, она современная. Опять украшение у нас для наших блуз. Я бы носила их и поверх пиджака, цепляя за ворот. Тут есть какой-то номер патента. Что-то интересное, возможно, застежка тут запатентована. А вот наименования бренда нет. Опять цепочка. Корея. Верю, что это именно так. Не знаю, насколько она винтажная. Ну, такая достаточно крупная. В серебряном тоне. Опять современные серьги. Похожие на Китай. Еще одни серьги. Это 100% что-то современное. И 100% похожее на Китай. Потому что украшения с Китая выглядят примерно таким образом. Они очень легкие. Я думаю, что их при желании можно даже погнуть рукой. Но вот так вот имитируют какие-то винтажные образцы бижутерии. Дальше у нас браслет. Без маркировочек. Такой крупненький. В золотом тоне. Еще один браслет в виде переплетенной такой косы. Тоже что-то около современное. Маркировочек здесь нет. Ну так, достаточно элегантно смотрится на руке. Это стоковая, я вижу. Прямо на подложке. Маркировок нет. И опять бренд Dama. Ну, возможно, может, это бренд выпускал какие-то комплектующие для украшений. А может быть и нет. Честно говоря, не знаю, что вам рассказать интересного про них. Особо-то и нечего. Это уже что-то у нас постарше. И тут есть маркировка Cerito. Он был основан в середине 50-х годов в Америке. Существовал до нулевых примерно. Под любой наряд подойдут. Вот, собственно, на этом и все. Листик с буквой H, судя по всему. Возможно, это 70-е. Ну, буква H мне пока ни о чем не говорит. Если вы знаете, напишите в комментариях, потому что у них есть брошюровка такая, достаточно красивая. И поставили они огромный свой логотип. Значит, это что-то значит. Кулон в такой геральдической тематике с какими-то надписями и бренд Эцко. Как правильно, не знаю, но опять же мне это ни о чем не говорит. Серьга одна и серьга вторая. Слегка одна сережка погнулась и потрескалось ее покрытие. Это фирма Monet. И на заглушечке также есть фирма Monet. Такая классическая сережка. Возможно, 90-е. Всегда приятно получать в распаковках бренд Monet. Брошь.
с листиком и имитацией жемчуга. Маркировочек на ней нет. Предположу, что это где-то 70-е. Очень рабочий, красивая миниатюрная брошь. Опять же, в таком дизайне очень много брошей выпускалось в 70-х. Поэтому, скорее всего, это представительница именно этого периода. И по всему одна серьга. Или, нет, это даже не серьга, это кулон, друзья мои, это кулон. И здесь есть наименование бренда. Это бренд Kendra Scott. Это не винтажный бренд, он современный, американский. Многие их украшения изготавливаются в основе своей из латуни, потом покрываются каким-то драгоценным сплавом, например, позолотой. Что у нас тут в данном кулоне сказать сложно, но сделан он достаточно качественно и в таких каких-то восточных мотивах. Это 100% нулевые, возможно, что-то ближе к нашему сегодняшнему времени, но вид у него такой достаточно винтажный. Пин яблочко. Без маркировок и без заглушки. Далее серьги. Напоминают мне какие-то сережки моей бабушки. Маркировки нет, но я не знаю, мне сложно сказать об этих украшениях. Они могут быть и 70-х, 80-х годов, а могут быть и современные. Потому что и тогда, и сейчас существуют подобные экземпляры, поэтому не буду вас обманывать и говорить про их возраст, честно говоря, не знаю. И у нас осталась пара украшений. Это вот такие серьги в форме погнутых колец. Вторые серьги с таким резным металлом. Очень легенькие. Опять-таки, по таким украшениям сложно сказать про их возраст. Они могут быть и старенькие, и абсолютно современные. Миниатюрная маленькая брошка-веночек. Где-то, возможно, 80-е, 90-е. Серьги, похожие на современные. Такие минималистичные, но при этом акцентные. И последнее украшение — это шляпная игла или для пальто игла. Маркировок на ней нет, она достаточно легкая. Вот такая чудесная распаковка у нас сегодня с вами получилась. Я надеюсь, вам понравилась вторая часть нашего обзора. Она получилась достаточно массивная и крупная. Я вас всех обнимаю, благодарю за комментарии и обратную связь. Мне всегда приятно ее видеть и получать от вас. Встретимся с вами в дальнейших распаковках. Пока-пока!